Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Даже поцелуй выглядел бы менее явным, чем то, что сделал он. Девятое место. Это твое любимое место на теле Тэхёна, Чангук? Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Чангук забыл, а Тэхён нет». Что скрывается за этим недооцененным моментом в эфире? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Что сделает один, обязательно сделает и второй. Седьмое место. Вместо «Ой, Тэхён» случайно мило застонал. После чего все участники смеялись, а один Чангук с зависящим лицом про себя: «Я какая-то шутка для тебя, да?» Aya, aya. Шестое место. Поведение пары. Топ загадок человечества, и этот жест Чангука на первом месте. Иногда целый мир наполняется всего одним человеком. Была ли сумка тяжелой? Или ты хотел быть рядом? Не повышай наши стандарты, Чангук. Где нам найти такого джентльмена, как ты? Пятое место. Эти романтичные жесты. Четвертое место. Забота. Чангук устал, но все равно ждал Тэхёна на холоде, потому что тот был сонным и плохо себя чувствовал. Этот момент разбивает мне сердце.
Третье место. Новости. Существует теория, что Чангук входит в команду дизайнеров BTS и причастен к созданию новой бомбочки. Люди нашли сходство между новой бомбой армии и этим мечом, который Чангук придумал некоторое время назад в третьем эпизоде Maple Story. Скоро разорвут сцену, доминируя вчистую. Одна из фанатков в Твиттере, дорогие мои, по поводу человека перед отелем, который угрожал безопасности. Я подала жалобу непосредственно в местную полицию, так как считаю, что это самый эффективный шаг. Мой дядя, который является полицейским в другой части страны, также связался с некоторыми коллегами. Когда я разговаривала с ним, он заверил меня, что они, вероятно, уже находятся под усиленной охраной, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Я также хочу мягко сказать, что неразумно делиться фотографиями отеля, даже если название скрыто. Отель очень известен и часто принимает публичных деятелей, поэтому размещение изображений может непреднамеренно распространить информацию и привлечь еще больше преследователей. Лучше поделиться аккаунтом и фотографиями человека, который угрожает, а не изображениями его перед местом происшествия. Все будет хорошо. Этих людей необходимо остановить, и они будут остановлены. Когда хочешь доказать, что ты не милашка, но даже твои волосы не сотрудничают с «Могли тобой». Вы когда-нибудь видели профиль идеальнее, чем этот? Почему Тэхён выглядит так, будто тронете мое, я вам руки откушу. Хейли, переводчица-интервьюер Rolling Stone, об интервью с Чангуком. Из уважения я решила не наблюдать за фотосессией. Чтобы не оказывать на него давления, я оставалась за кулисами или в небольшом кафе рядом со студией, внимательно рассматривая каждый вопрос. Во время интервью я сидела прямо рядом с Чангуком, лицом к лицу, поддерживая постоянный зрительный контакт, полностью сосредоточившись. Я задавала вопросы спокойно, чтобы он мог отвечать естественно. В забавные моменты я сдерживала смех, чтобы его не записали в микрофон. Даже после окончания интервью я не просила сфотографироваться или взять автограф. Хотя в моей сумке лежала маленькая фигурка Чангука, потому что мой сын хотел, чтобы я взяла у него автограф. Несмотря на то, что Чангук был мировой суперзвездой, он был непритязательным, игривым и оставался самим собой. Я встречала много знаменитостей. И да, у него самые большие глаза, которые я когда-либо видела.
Обратный отсчет до концертов возвращений группы, которые начнутся в марте. Незабываемый. Текст поста на корейском. После выхода видеоинтервью Чонгука многие спрашивают меня в сообщениях: каково это – увидеть все это вживую? Чонгук был прирожденным артистом, и мне показалось, что он вкладывал много усилий в свою работу за кулисами, а больше всего меня удивили его большие глаза. Чтобы провести интервью максимально спокойно и естественно, я намеренно избегала любых признаков фотосессии, и даже в забавные моменты вела беседу естественно и спокойно, опасаясь, что мой смех будет уловлен микрофоном. Благодарное воспоминание, которое останется в памяти надолго. Тэхён буквально без какой-либо причины. Full Korea в Инстаграме. В аэропорту произошел неожиданный эпизод между Тэхёном и одним из его фанатов, который вызвал огромный интерес среди тысяч поклонников в социальных сетях. Видео, которое быстро распространилось, показывает айдола, общающегося с поклонниками во время перемещения. Эта встреча привлекла внимание благодаря своей естественности и близости. На видео запечатлен момент, когда Тэхён с улыбкой и дружелюбными жестами взаимодействует с фанатом. Несмотря на занятость и плотный график в аэропорту, айдол находит время для короткой беседы и общения. Эта трогательная сцена вызвала бурю эмоций у фанатов, которые высоко оценили его внимательность и заботу. После выхода видео оно быстро стало популярным. Пользователи подчеркивают, что такие эпизоды, простые, искренние и спонтанные, усиливают связь между артистами и их фанатами. Они напоминают, что даже во время гастролей мимолетное общение может сделать чей-то день лучше. Этот образ Чонгука у меня всегда в голове. BTS анонсировали еще один масштабный проект. Это иммерсивный контент, сочетающий музыку и медиа, а также инсталляции, гармонично вписанные в городской ландшафт, которые развернутся в разных уголках Сеула. В день выхода нового альбома главные достопримечательности Сеула, такие как Сунгнimун и Сеульская башня, будут освещены медиафасадами. На культурном наследии, таком как Сунгнимун, появятся современные медиавыражения, создавая символические образы, где традиции и современность сосуществуют. Это станет поводом вновь привлечь внимание всего мира к ценности корейского культурного наследия. В парке Ханган на Ейде того же месяца будет работать лаунж-программа, где можно будет совместно слушать и наслаждаться музыкой группы. В апреле в центре Сеула каменные стены, лестницы, уличные деревья и другие элементы городской среды превратятся в выставочные пространства. Песенные тексты группы будут представлены через медиаинсталляции с использованием света и видео. Big Hit заявили: во время проекта The City Seoul мы совместно с городом Сеул подготовили программу, чтобы и туристы, и жители могли по-новому пережить культуру и искусство, а также объемно насладиться камбэком группы. Также запланированы мероприятия в сотрудничестве с партнерами из сферы F&B, мобильности и других областей, поэтому просим с нетерпением ждать.
То, как Чангук слегка наклоняет голову. У Тэхёна на рюкзаке висит брелок в виде птички Киви Кики. Брелок раскуплен на сайте бренда. Он был таким смешным в этом эпизоде. Чангук – настоящий король ТикТок. У него уже более 24 миллионов подписчиков. Его личный аккаунт на глобальной платформе коротких видео недавно достиг 24 миллионов подписчиков. Это на 10 миллионов больше всего за 3 месяца, чем 23 миллиона в октябре прошлого года. Таким образом, Чангук в очередной раз доказал свой потенциал мировой суперзвезды. После демобилизации Чангук продолжает демонстрировать свою популярность, постоянно увеличивая число подписчиков всего лишь одним видео. В настоящее время на его аккаунте 20 публикаций, 4 видео набрали более 100 миллионов просмотров, а 18 видео – более 50 миллионов. Самым просматриваемым видео стал его танцевальный клип «Я, Сэр Энд.Би певцом Ашером», который набрал 190 миллионов просмотров и приближается к отметке в 200 миллионов. Фирменный хэштег Чангука также превысил 300 миллиардов просмотров. Он укрепил свой статус короля ТикТок, став первым сольным исполнителем в мире, достигшим 300 миллиардов просмотров с одним хэштегом. Чангук занимал первое место по количеству просмотров среди всех пользователей в мире в течение 28 месяцев, начиная с августа 2020 года. Недавно он стал самым популярным мужским кей-поп айдолом на YouTube в 2025 году, удерживая этот рекорд 5 лет подряд. Он также доказал свое непревзойденное влияние в глобальных социальных сетях, став самым популярным мужским айдолом в США и вторым по популярности мужским айдолом в Японии и Корее. То, как Тэхён делает своими губками так. Разве вы не любите, когда Тэхён просто... Над столом – деловая встреча. Под столом – встреча сердец, и стоп, и коленей. А самый важный контакт всегда неформальный.
Их гардероб. Глаза Тэхёна милые, и он точно пользуется своим очарованием, когда смотрит на Чангука. Но иногда его взгляд опускает вас на колени перед ним. Это факт. В любом кадре, в любой съемке, в официальном контенте, в случайных фан-видео, в тех моментах, которые никто не планировал показывать. Они всегда вместе. Тэхён и Чангук. Неважно, кухня с дымящимся токпоки, где Тэхён что-то эмоционально объясняет, а Чангук смотрит с этой своей мягкой улыбкой. Неважно, горы, где они вдвоем с камерами и ветром в волосах. Неважно, даже те крошечные случайные клипы, которые кто-то выложил из ниоткуда, они там. Рядом. В одном кадре. В одном дыхании. Это не постановка. Это не фан-сервис, который можно включить и выключить. Это не случайно получилось. Это постоянство. Это то, что пробивается даже сквозь углы камер, даже сквозь монтаж, даже сквозь те секунды, когда камера уже должна была выключиться. Немного ревности. Эти образы показывают, как Ким Тэхён завершил 2025 год не просто как успешный артист, а как полноценная культурная икона, личность, выходящая за рамки музыки, эстетики, поведения и коллективного воображения. Тот факт, что Тэхён стал самым разыскиваемым мужчиной-артистом в Google, четвертым по количеству запросов человеком в мире и самым разыскиваемым кей-поп-артистом 21 века, говорит не только о мимолетной популярности, но и указывает на его историческую значимость. Люди, не следящие за кей-поп, искали его имя ради художественного признания, эстетического интереса или культурного влияния. Ким Тэхён стал точкой пересечения музыки, моды, визуального искусства и современной идентичности. Завершить 2025 год в статусе самого разыскиваемого мужчины-артиста в Google и одного из самых разыскиваемых людей на планете – это не просто статистический рекорд. Это знак того, что Ким Тэхён занимает место артиста, определяющего дух эпохи, не подстраиваясь под нее. Сосредотачиваясь на собственном художественном самовыражении, будь то мода, музыка или фотография, Тэхён утвердился как создатель вечных трендов, а не их последователь. Словно Тэхён не отражает мир таким, какой он есть, а предлагает эстетику, за которой мир в итоге начинает следовать. Скоро нас это ждет. Когда большинство людей думают о лайтстике группы, на ум приходит именно эта круглая бомбочка, но Army Bomb появилась не сразу.
На самом деле, Army Bomb, которую мы знаем сегодня, появилась только в апреле 2015 года, почти через 2 года после дебюта группы. Вторая версия Army Bomb вышла в 2017 году, а за ней в 2018 году последовала третья. В 2014 году BTS отправились в свой первый тур The Red Bullet Tour в качестве хедлайнеров. Поскольку Army Bomb была выпущена только во второй части тура, на концертах в Сеуле, Кобе, Токио, Маниле, Сингапуре, Бангкоке и Тайбэе фанаты использовали Red Bullet Light Stick. Эта временная световая палочка имела форму гранаты с одной стороны и желтый индикатор с другой. В отличие от современной Army Bomb, она не меняла цвет и не обладала такими высокотехнологичными функциями, как синхронизация по Bluetooth. Не говоря уже о том, что она была намного меньше. Поклонники, побывавшие на концертах The Red Bullet Tour, запомнят небольшие площадки, залитые желтым светом. В общей сложности The Red Bullet Tour собрал 80 000 зрителей. В 2019 году участники за один вечер продали билеты на стадион Rose Bowl, вмещающий более 90 тысяч человек. С годами группа, как и их лайтстики, стала более сложной и узнаваемой, но они никогда не забывали о своем скромном начале и о фанатах, которые поддерживали их на каждом этапе пути. Нас ждет новая глава, и это ощущается даже в мелочах. Волнительно, но я уже с нетерпением жду, как фанаты порадуют ребят яркими выступлениями на предстоящих концертах. Это будет просто восхитительно. Мы становимся все ближе к масштабному возвращению. Второе место. Это так интимно. Их прикосновения аккуратные и нежные. Между ними ничего не меняется. Первое место. Самое главное, чтобы в жизни был человек, способный поддержать тебя. Тэхён, как видите, всегда готов поддержать Чангука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.